Почти под каждым моим роликом есть обвинения во вранье и призывы учить историю. А какую историю учить? Ту историю, которую преподают по телевизору? Вчерашние двоечники мнят из себя исторических экспертов и с грамматическими ошибками в комментариях пытаются рубить правду матку. Ну давайте вспомним ту историю, которую я начал учить в 1989 году в советской школе. В первой же книге, в букваре. В первом классе мне говорили, что дедушка Ленин очень добрый, что он любил детей, что он переживал за рабочих, за крестьян, за справедливость. И я в это верил. И очень злился на эту Каплан, какую-то непонятную женщину, которая стреляла в доброго дедушку. Я был октябренком. Носил значок с маленьким Володей на красной звезде. История у меня в голове была четкая, ясная. Я знал, что такое хорошо и что такое плохо. А потом я начал читать, уже взрослым. И узнал, что этот добрый дедушка своей продразверсткой заморил голодом миллионы людей в Поволжье. По академическим работам от 4 до 5 миллиона. Из них около миллиона детей до 14 лет. А еще около 7 миллионов детей после этого голода остались беспризорными. На улицах, в подвалах, без родителей. 7 миллионов сирот. Это официальные данные Деткомиссии, которой руководил Феликс Дзержинский. Вот это и есть любовь к детям. А еще этот добрый дедушка подписал декрет, по которому в крестьянских селах брали заложников. И первыми в Европе 20 века начал государственный массовый террор по классовому признаку. И моя детская злость на Каплан куда-то ушла. Я уже не понимал, как можно злиться на женщину, которая все это видела своими глазами и сделала свои выводы. И тогда у меня возник один единственный вопрос. Тот, ради которого сегодняшнее видео. А что еще мне наврали в школе? И стоит ли верить историю, которую нас сегодня призывают учить и не переписывать? Давайте сделаем одну простую вещь. Откроем учебник, по которому сегодня учится ваш ребенок. Автор учебника за 10-11 класс Владимир Мединский, бывший министр культуры и нынешний помощник президента. Это официальная история страны для всех российских детей. Историю, которую государство решило, что ваш ребенок должен знать. В учебнике истории России за 10 класс в параграфе 31 есть абзац про депортированные народы Советского Союза. Вот 6 народов, которые там названы. Карачаевцы, калмыки, чеченцы, ингуши, балкарцы, крымские татары. 6. Среди этих 6 нет российских немцев, хотя в 1941 году их депортировали около 950 тысяч человек. Эшелоны в Казахскую ССР, шахты Уралы, трудармия – это самая массовая депортация всей советской истории. Я на канале недавно про это подробное видео сделал. Там и про немецкую ССР, и про трудармию, и про то, как этот миллион людей вычеркнули из памяти. Ссылка будет в описании. А в учебнике Мединского про немцев 0 слов. Зато сразу под этим абзацем врезка важные факты. И там подробно, с деталями на 45 слов рассказано про то, как Соединенные Штаты во время войны интернировали 120 тысяч граждан японского происхождения. Бараки, охрана, без водопровода, без канализации. Вы понимаете, про чужие лагеря подробно, про свои эшелоны молчание. И единственный раз, когда в этом учебнике вообще названы поволжские немцы, это одна строка в хронологии за 1972 год. Снятие ограничений по месту жительства с бывших немцев Поволжья. 11 слов. А какие ограничения? Откуда? Почему 31 год держали? Учебник не объясняет. Это не учебник истории, это учебник избирательной памяти. По этому учебнику сейчас учится ребенок в Уфе, в Ишкар-Оле, в Грозном, в Махачкале, в Симферополе, любой школе России. И если в учебнике Мединского нет слова о депортации миллиона людей, что в нем еще, по-вашему, замолчано? Возвращаясь к Ленину, к тому самому доброму дедушке. Я ведь верил во все это всерьез. У меня в голове был мультик про мальчиша-кибальчиша и мальчиша-плохиша. Помните? Плохиш – тот, кто за бочку варенья и корзину печенья продал своих буржуинам. Буржуины – главное зло мира. Буржуа – самое страшное слово, какое можно про человека сказать. И знаете что? У меня до сих пор это слово в голове имеет отрицательный оттенок.
До сих пор я могу сегодня прочитать 100 книг по экономике, я могу несколько лет прожить в стране, где буржуа это просто человек, который открыл маленький бизнес, и все равно эта советская детская дрожь от слова сидит где-то на уровне рефлекса. Вдолбили с букваря, с мультиков, с октябрятского значка. Когда я начал читать уже взрослым, я узнал 3 вещи. И ни одну из них мне не рассказали в советской школе. Первое – красный террор. С 1918 по 1922 советская власть расстреляла от 50 до 200 тысяч человек. Это не белогвардейцы, не царские офицеры в погонах. Это просто граждане, попавшие под классовый признак. Священники, учителя, кулаки, заложники. Второе – декрет о заложниках, подписанный 5 сентября 1918 года. Прямой государственный документ, по которому за одного убитого комиссара можно было расстрелять 10, 20, 100 крестьян из деревни, просто потому что они оказались под рукой. Третье. Голод в Поволжье 1921-22 года. Это не природная катастрофа, это результат продразверстки, когда у крестьян забирали зерно, не оставляя на еду и на посев. Знаете, что происходило в это время в деревнях Поволжья? Это задокументировано материалами Помгола, американской администрации помощи Гувера, отчетами врачей и журналистов того времени. Матери убивали младших детей, чтобы накормить старших. Откапывали уже похороненных. Слово «каннибализм» в советских отчетах из Самары, Саратова, Царицына встречается десятки раз. А Светлана Алексеевич, лауреат Нобелевской премии по литературе, приводит свидетельство девочки с Украины. У нее умерли все родственники, а она выжила, потому что крала и ела лошадиный навоз. Теплый в рот не взять, а сухой и замороженный можно. Вот это то, что советская власть оставила людям как способ выжить. Что параллельно с голодом, гражданская война 1918-22 годов. Общие потери от 8 до 13 миллионов человек. Голод, эпидемии, террор, фронт. Плюс эмиграция от 1,5 до 2 миллионов уехали. В основном образованный класс, инженеры, врачи, профессора. Та самая интеллигенция, к которой Ленин относился со знаменитой нежностью. На деле это не мозг нации, а говно. Это дословно, в полном собрании сочинений, том 51. Это написал дедушка, который любил детей. Про тех самых людей, которые в 1922 году поплывут на философском пароходе из Петрограда в эмиграцию. Бердяев, Сорокин, Ильин, Корсавин. Около 200 человек, выдернутых из страны одним росчерком пера. Может ли человек, при котором умерли миллионы своих, остаться в памяти народа как дедушка, который любил детей? Но в памяти народа, получившего образование в Советском Союзе, он остается добрым дедушкой. Потому что в сотнях городах до сих пор стоят его памятники и улицы, названные его именем. После Ленина проект не остановился. Просто масштаб вырос. 1932-1933 год. Голодомор на Украине. Признан геноцидом Украиной, Соединенными Штатами, Европейским парламентом и более чем 20 другими государствами. Цифры по работам академических историков Тимоти Снайдера, Андрея Граца, Сергея Кульчицкого от 3,5 до 5 миллионов погибших. Параллельно голод в Казахской ССР. Тот же 1932-1933 год. По работам казахских исследований, около 1,5 миллиона казахов умерли от голода. Это почти 38% всего казахского населения. Каждый третий. И это не природная засуха. Это коллективизация, которая сломала тысячелетний уклад скотоводов и уничтожила сначала их стада, а потом их самих. А что в учебнике Мединского? А вот что. Цифру дает. И на этом все. Слово «голодомор» в учебнике отсутствует. 38% казахов отсутствует. Слово «геноцид» нет. Зато есть формулировка, которой учебник объясняет ребенку причины голода. Цитирую. Он был вызван последствиями ошибок коллективизации. Слово «ошибки». То есть учебник 23 года объясняет 5 миллионов смертей термином, который применим к плохо выполненной контрольной по математике. Если миллион погибших на собственной земле объясняется словом «ошибки», что это за история? Не нужно ли подробнее изучать причины гибели миллионов? Если вы думаете, что Ленин и Сталин – это случайные эпизоды на полях большой и светлой истории России, у меня для вас еще несколько эпизодов.
Катынь. Апрель-май 1940 года. Около 22 тысяч польских офицеров расстреляны по решению Политбюро ЦК ВКПБ от 5 марта 1940 года. Постановление подписали Сталин, Ворошилов, Молотов, Микоян. Документ рассекречен в 1992 году. То есть 50 лет советская власть отрицала этот расстрел и сваливала на немцев. А что в учебнике Мединского? Открываем 10 класс, параграф 28, страница 287. Слово «Катынь» в основном тексте отсутствует. Оно появляется только в подписи к фотографии мемориала, где сказано, что мемориал состоит, цитирую, из массового захоронения советских граждан, жертв политических репрессий, кладбище, где погребены польские военнослужащие. И все. Кто эти польские военнослужащие? Не сказано. Когда они погребены? Не сказано. Кто их туда привез? Не сказано. А вот единственное упоминание самого расстрела на той же странице. Цитирую дословно. На территории, освобожденной частями Красной Армии, на положении пленных оказалось более 250 тысяч польских военнослужащих. Большинство распустили по домам, но многие из офицеров, жандармов, полицейских и чиновников были переведены в тюрьмы и лагеря. Документы, опубликованные в начале 1990-х годов, указывают на то, что часть из них была расстреляна органами НКВД. Вот и весь рассказ. Многие переведены, часть была расстреляна, часть это 22 тысячи человек. Документы указывают пассивная форма. Кто решил расстрелять? Какой документ? Какого числа? Кто подписал? Ничего этого нет. Школьник, закрыв учебник Мединского, не узнает фамилий Сталин, Молотов, Ворошилов, Микоян в связи с Катынью. Не узнает дату 5 марта 1940 года. Не узнает цифру 22 тысячи. Узнает, что часть была расстреляна. Пакт Молотова-Риббентропа. Август 1939 года. Сегодня в учебнике он есть. Сказано «вынужденный шаг». А что было после пакта, учебник аккуратно проглатывает. А было совместный парад вермахта и Красной Армии в Бресте 22 сентября 1939 года. Фотохроника опубликована, есть в Бундесархиве. Это значит одну простую вещь. Две армии прошли парадным маршем по чужому городу, который они только что вместе захватили. Сталин был союзником Гитлера. С августа 1939 по июнь 1941. Это документы. У меня на канале есть отдельное видео про это, про 9 мая и про то, как из памяти выскребли пакт, парад и совместный раздел Польши. Ссылка будет в описании. Новочеркасск 1962 года. История, после которой советская власть в моей голове потеряла право обижаться на любые сравнения. 31 мая 1962 года. Политбюро принимает постановление о повышении цен на мясо на 30%, на масло на 25%. С 1 июня вводят. В тот же день на Новочеркасском электровозостроительном заводе рабочим помимо повышения цен на еду понижают расценки за работу. Люди приходят к директору завода Борису Курочкину и спрашивают, как им теперь кормить семьи. В исторической литературе закрепилась фраза, приписываемая Курочкину. Я цитирую, как закрепилась. «Нет денег на мясо с колбасой, ешьте пирожки с ливером». После этой фразы завод встал. Через сутки в город ввели танки. 2 июня войска открыли огонь по демонстрации на площади Ленина. 26 человек убиты, 87 ранены. 7 расстреляны позже, по приговору суда как организаторы. Тела расстрелянных не отдали родственникам. Их тайно ночью вывезли на разные кладбища области, зарыли в чужие могилы поверх старых захоронений, чтобы родственники никогда не узнали где. Все засекречено до 1992 года. В учебнике Мединского эпизод упомянут, но без цифры расстрелянных, без слов «армия стреляла в рабочих своей же страны», без истории про тайные захоронения, без фразы про пирожки с ливером. И вот вопрос, если в одной только истории 20 века замолчены такие масштабы, что мы вообще называем слово «история», когда говорим «иди учи»? А теперь самое личное. Только взрослым, уже уехав из России, у меня появилось время прочитать историю моего собственного народа, историю марийцев.
финно-угров, народа, к которому я принадлежу по крови. И знаете, что я узнал? Что моя история – это череда войн, которые в советских и российских учебниках называются красивым словом «вхождение народа в состав России». Марийские войны – это не одна война. Это 3 последовательные войны с 1552 года по 1585 год. После того, как Иван IV взял Казань, мой народ сопротивлялся 33 года. По работам марийских историков и академическим исследованиям черемисских войн, численность народа к концу этих войн сократилась в разы. А теперь, что про это написано в учебнике, по которому сегодня учится российский школьник? Учебник истории России за 7 класс. Параграф 10.11. Он буквально называется «Присоединение Поволжья». Я цитирую дословно, что говорит этот параграф о судьбе моего народа после взятия Казани. Покорение Казани имело огромное значение. России больше не грозили набеги с востока. Крым утратил сильного союзника. Тысячи пленников-христиан обрели свободу. В плодородные земли Поволжья потекли русские крестьяне-переселенцы. Потекли крестьяне-переселенцы в нашей земле. Вот и весь рассказ о завоевании моего народа. Дальше еще цитата. На Казанской земле появились православные храмы. Москва отказалась от насильственного крещения татар, налаживалось культурное, экономическое и бытовое взаимодействие живших здесь людей. Русские, татары, башкиры и другие народы стали совместно строить единое многонациональное государство. Налаживалось взаимодействие. Совместно строить. Знаете, сколько раз в учебнике в 7 классе встречается слово черемисы или марийцы? Я посчитал. 2 раза. Один в списке народов, населявших Казанское ханство. Второй в описании состава ханства до завоевания. Все. После взятия Казани мой народ из учебника просто исчезает. Будто его и не было. 33 года сопротивления нет. Карательные походы воеводы Шуйского нет. Уничтожение деревень нет. Принудительное обращение в православие нет. Сокращение численности нет. Налаживалось взаимодействие. Совместно строить. И я не один такой. Удмурты, мордва, эрзя, макша, коми, карелы, чуваши, финно-угорский и тюркский мир Поволжья и Приуралья. У каждого народа своя история сопротивления и свое вхождение в состав. А теперь следующий слой. Уже не 16 век, 20 век. Целые народы в вагонах за одну ночь. И вот тут возвращаемся к Мединскому. Помните, я в начале видео процитировал 6 народов из его учебника 10 класса. Карачаевцы, калмыки, чеченцы, ингуши, балкарцы, крымские татары. Так вот, я не дочитал цитату до конца. Сейчас дочитаю. Вот как именно учебник Мединского объясняет школьнику, почему этих людей сажали в вагоны. Цитирую. На основании фактов сотрудничества с оккупантами, карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар ГКО в 1943-1944 годах принял решение ликвидировать государственное образование этих народов внутри СССР и подвергнуть их коллективному наказанию, насильственному переселению в восточные регионы страны. В результате были репрессированы не только бандиты и пособники врага, но и множество безвинных людей. Вы вслушайтесь. На основании фактов сотрудничества. Коллективное наказание. Бандиты и пособники на первом месте. Безвинные люди на втором. То есть учебник 23 года объясняет ребенку, депортация целых народов – это в принципе обоснованная мера. Просто иногда под нее подпадали и безвинные. Бывает. И вопрос, который у меня появился, когда я все узнал. Почему историю моего народа и историю 6 других народов в одних только этих вагонах мне в школе не рассказывали? И почему ее сегодня объясняют ребенку через формулировку «коллективное наказание»? А теперь ГУЛАГ. И снова открываем учебник Мединского. Знаете, что там написано? Цитирую дословно. 10 класс, параграф 21, страница 235. На 1937-38 годы пришелся пик массовых политических репрессий. Всего же с 1921 по 1953 годы за контрреволюционные преступления было осуждено около 4 миллионов человек. В том числе приговорено к высшей мере наказания
более 800 тысяч человек. Цифры есть. 4 миллиона и 800 тысяч. Спасибо. Но рядом, через 2 строки, в этом же параграфе еще одна фраза. Тоже дословно. При этом для основной массы советских людей репрессии в условиях сложной международной обстановки казались обоснованными. Как звучит, а? Это учебник, по которому учится десятиклассник в 26 году. И этот учебник говорит ребенку: репрессии казались обоснованными в сложной обстановке. То есть учебник не осуждает. Учебник объясняет, почему 800 тысяч расстрелянных это нормально воспринималось. А чего в учебнике нет? Нет цифры 18-20 миллионов человек, прошедших через систему лагерей с 29 по 53 год. Нет 1,5-2,5 миллионов погибших в лагерях. Нет географии Колыма, Воркута, Норильск, Магадан, Соловки. Нет того простого факта, что в советских лагерях побывал каждый 10-й взрослый мужчина страны. И еще чего нет. Восстановление национальных автономий чеченцев, ингушей, калмыков, балкарцев, карачаевцев в 1957 году. То есть прямое государственное признание, что депортация была преступной. В учебнике даже не упомянуто как факт. Архивы НКВД частично рассекречены в 90-е. С 2000-х обратная волна. Сроки секретности расширены. Доступ ограничен. Под предлогом защиты персональных данных. Вопрос. Если 70 лет прошло, если все жертвы и палачи давно умерли, зачем закрывать архивы? От кого? Чьи персональные данные защищают? Еще одно. Думаете, это все только про 20 век? Только про советскую систему? Петр I, окно в Европу. Построен Санкт-Петербург. По разным оценкам историков, от 30 до 100 тысяч крестьян погибли на стройке, в болотах, без бараков и медицины. Иван IV. Опричнина. Новгородская резня 1570 года. От 10 до 15 тысяч погибших в одном городе за несколько недель. Екатерина II. Раздел Польши. Подавление восстания Пугачева. Десятки тысяч казненных. В учебнике это все герои России. Великие правители. Цари-собиратели. Простой вопрос. Если в каждом веке империи мы видим одну и ту же модель, государство строит величие на костях своих граждан, а потом эти кости из учебника изымает. Что это за модель? И теперь главное. Кто пишет нашу историю прямо сегодня? Владимир Мединский, бывший министр культуры, помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества. Автор тех самых 4 учебников, которые я открывал в начале видео. Защитил докторскую диссертацию в 2011 году по теме объективности освещения России в иностранных источниках. В 2017 году диссертационный совет Высшей школы экономики, разобрав диссертацию, голосовал за лишение его ученой степени. Степень в итоге осталась. После административного вмешательства Высшей аттестационной комиссии. История эта подробно описана в материалах Диссернета, Новой газеты, Медузы. Игорь Коношенков, бывший официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации. Тот человек, который годами читал стране сводки о специальной военной операции. Тот, по сводкам которого, как посчитали российские западные журналисты, ПВО Украины было полностью уничтожено несколько раз. Уничтоженных по сводкам Минобороны систем украинских ПВО больше, чем их вообще существовало в природе. И при этом ПВО Украины продолжает работать. Эти люди, которые сегодня пишут нашу историю. Бывший пиар-чиновник, бывший пресс-секретарь оборонного ведомства, не университет, не академическая школа, не институт всеобщей истории Российской академии наук, а конкретные функционеры с конкретными задачами. Когда вам говорят «иди учи историю», спросите, чью? Историю по Мединскому, который вычеркнул из учебника депортацию миллиона человек? Или историю по Коношенкову, который уничтожил всю ПВО Украины несколько раз? Или историю по архивам, которые сегодня закрыты и до которых вас не пускают? И есть еще одна фраза, которую в России сегодня повторяют как заклинание. Не дадим переписывать историю. Очень красиво звучит, очень патриотично. И главное, никто никогда не спрашивает, а что эта фраза значит на самом деле. А она значит вот что.
Не дадим переписывать, значит не хотим, чтобы люди знали правду. Не хотим, чтобы открыли постановление Политбюро от 5 марта 1940 года. Не хотим, чтобы достали указ от 28 августа 1941. Не хотим, чтобы кто-то посчитал детей в Поволжье. Не хотим, чтобы кто-то заглянул в архивы НКВД. Не переписывайте, значит пусть наша страна остается в учебниках белой и пушистой, которая никогда ни на кого не нападала, которая всегда защищала, которая всегда несла свет, где есть ошибки коллективизации, а не голодомор, где есть коллективное наказание, а не депортация миллиона немцев, где Катынь – это массовое захоронение жертв политических репрессий. Так вот, история – это не то, что нельзя переписывать. История – это то, что нужно дописывать каждый раз, когда открывается новый архив, каждый раз, когда находится новый документ, каждый раз, когда становится возможным назвать вещи своими именами. Те, кто говорит «не переписывайте», не защищают историю, они защищают сказку. Я не предлагаю вам выучить мою историю. Я предлагаю простую вещь. Когда вы слышите «иди учи историю», попросите принести документы. Постановление Государственного комитета обороны, указ Президиума Верховного Совета, решение Политбюро, архивную справку, резолюцию Европейского парламента, не пересказ Соловьева, не цитату из учебника, у которого автор пиарщик. Документы. Потому что без документов «иди учи историю» — это не призыв, это команда. Команда «не задавай вопросов».